Да, совершенно точно этого здесь не было. Когда я посещал свою землянку, где-то, наверное, месяца полтора назад, последний раз. Шиповник кто-то посадил. Не знаю, что за куст. И там тоже какая-то, как ягода, что-то. Я вообще не понимаю. Какой-то прям-таки сюрприз. Даже интересно, что там внутри, в домике. Все ли там в порядке. Я смотрю на шпингалет, на крючок. Не закрыто ни окно, ни дверь. То есть кто-то заходил, что-то там поделал и вышел. Кто там был? Давайте зайдем да посмотрим. Самому интересно. Смотрите-ка, запись. Алексей, привет. Очень крутое место. Если бы не твои подсказки, не нашел бы. Огромное спасибо тебе за твой труд и вклад в природу. Ты красавчик. Причем красавчик через букву Е. Виталий и Айгуль с любовью. Ты какой-то нереальный человек. Я в восторге от этого места. Очень захотелось посадить сюда какое-нибудь растение. Но чтобы оно не привлекало внимания. Как насчет шиповника? Ага, интересно. И Виталий и Айгуль как раз и посадили здесь шиповник. Но не буду скрывать от вас. Я знаю этого человека, ну, Виталия, по крайней мере, я знаю. Это мой хороший знакомый, товарищ, коллега по работе. Ну, в принципе, даже, можно сказать, и друг. Я ему давал координаты этого места, и он сюда приходил. Но я, честно говоря, не знал, чем они тут занимались. Ну, и, естественно, вот этой записи я тоже не видел. Сейчас для меня это удивительная такая история, что без меня они тут посадили шиповник, не знаю, там еще что-то, да, то есть два каких-то еще куста. Если кто знает, что это, напишите в комментариях, буду очень рад вашим подсказкам. Очень интересно и очень в то же время приятно, что люди пришли сюда, им понравилось это место и решили даже внести свою какую-то лепту и вклад. Я, в принципе, не против таких вещей, поэтому если вдруг кто-то сюда придет и захочет посадить ель, условно говоря, да, либо, ну, я не знаю, может, еще какой-то кустарник, там, малину, к примеру, да мало ли что, как бы без проблем, сажайте с удовольствием, ну, это место уже становится общественным, да, потому что сюда много кто приходит. Здесь плед висит, это я его так и вешал перед уходом, я не помню, об этом говорил или нет, чтобы мыши по нему не бегали и свои какашки, экскременты не оставляли. Но вы знаете, я вот посмотрел, никаких следов мышиных я пока не вижу. Это хорошо, то есть мыши все-таки немножко отсюда исчезли. Спасибо, Виталий и Айгуль, за то, что посадили здесь шиповник и два каких-то растения. Мне очень, на самом деле, приятно. Приходите еще. Давайте поговорим вообще, с какой целью я сегодня сюда пришел. Так вот, с наступлением холодов постоянно придется топить печь, чтобы было тепло и комфортно находиться в этом месте, да? Соответственно, нужно заготовить побольше дров, хотя бы дня на 3-4, чтобы они здесь были. Мало ли, может быть, не я сюда буду приходить, может быть, кто-то будет приходить, там, мои знакомые, друзья, либо те, кто уже здесь успел побывать. И взял с собой сегодня еще печку походную, пошехонку, с помощью которой я планирую искупаться, наверное, все-таки в сауне, потому что воды у меня много не будет. Ну, а вам желаю приятного просмотра.
Садитесь поудобнее. Это канал Лесной Строитель, и меня зовут Алексей.
Дрова напилены, печка натоплена, лепота, тепло, уют. Но все-таки пока чего-то не хватает. В такой обстановке самое то достать заряженный ноутбук и запустить катку в мир кораблей. Помимо шума леса, я также обожаю слушать море. А в игре оно еще и сделано точь-в-точь как настоящее, но ближе к делу. Я только недавно на корабли подсел, но мне уже приглянулись японские эсминцы. А именно мне очень понравился Миникадзе, эсминец 5 уровня. Юркий, скрытный и с мощнейшим торпедным аппаратом на борту. Броню линкоров скрывает на раз-два. Главное незаметно подойти и хорошенько навестись. Ну и не подставиться, естественно, благо можно скрыться в дымах. Да, эсмы — это мое. Но я также хочу попробовать поснайпить на линкорах, научиться вести огонь с крейсеров и накрывать противника с воздуха штурмовиками авианосцев. А еще очень интересно заценить подводные лодки. Говорят, они очень мощные и геймплей на них особенно интересный. Да и вы подтягивайтесь, скачивайте мир кораблей по ссылке в описании. Забирайте щедрый набор подарков и вперед побеждать! Совсем скоро зима. Вот этот период я вообще не люблю, когда зелени становится очень мало, становится очень холодно и становится очень грязно. То есть вот начальный этап осени мне нравится, когда только там появляются желтые листочки, солнышко светит, тепло еще относительно. Ну, как-то вот, да, мне вот такая погода нравится, такая атмосфера нравится. А вот такие дни, как сегодня, навевают грусть, тоску. Ничего делать совершенно неохота. Даже чай, заваренный из пакетика, и то вкуснятина. И знаете, задумался, о чем вообще. А может быть, застелить сейчас спальник тут и дать храпака часика 2. Вот это контент, вот это я понимаю, да? Человек лег спать. Ну, иногда тоже нужно отдыхать и как бы по самочувствию чувствовать вообще себя. И должно быть желание, в первую очередь, для того, чтобы что-то делать. Здесь вот мне хочется начать делать баню. Но просто я понимаю, такой огромный объем работы сейчас ляжет на меня одного. Это во-первых. А во-вторых, совсем не за горами, уже зима. Может быть, вообще и не имеет смысла уже начинать эту баню делать. Да и вообще третью комнату, может быть, и не надо, да, делать, не знаю. Надо крепко над этим подумать. Все сейчас мои мечты, фантазии нацелены в одно русло. Это изба. После последнего посещения вот этой избушки я прям загорелся вот такой избой. Причем где-нибудь на берегу речки, озера. Вот у Димы Оптимиста, да, землянка у реки. Место, конечно, там шикарное. Пору хоть бери, да там что-нибудь строй, да, какую-нибудь избушку. Да и вообще, избу реально ли одному построить, я тоже не знаю. То есть найти бы еще какого-то, кто хочет, хотел бы построить избу и строить ее вдвоем. В принципе, интересная идея была бы, наверное. Потому что одному, наверное, не вытянуть такой объект.
Так, ну вроде бы все на месте, все запчасти от печки оказались в печке. Я просто так давно ей не пользовался. Последний раз как раз таки я пользовался ей здесь, когда топил ну, баню, сауну, да. А было это, ох, не соврать бы, по-моему, в феврале, что ли, месяце, или в марте, может быть, плюс-минус где-то вот так вот. Ну, зимой, короче говоря, прошлый. Нормально в сауне, здесь все в порядке. Ничего пока, слава богу, не сгнило. Единственное, здесь было много мышей. Ну, я их отсюда тоже, соответственно, выгнал. Тут я и табак рассыпал, и различные вот эти вот перечную мяту, еще что-то, ну, которые, вещества, которые отпугивают запахом своим мышей. Насколько это помогло, я пока затрудняюсь ответить, ну, ни одного шороха я пока не слышал, сколько я вот здесь нахожусь сегодня. Ни одного. Так, ну что, надо собрать печушку, да затопить. Будет тепло сегодня, считай, и в той комнате, и в этой комнате. Жара, Ташкент. Все, банька затоплена, можно отдыхать. Хотел сегодня суп приготовить, грибной, суп грибной по-польски. Не знаю, пока, наверное, еще рано для ужина, потому что шаурма до сих пор еще не улеглась. Да и пусть банька топится, наверное, лучше после баньки поесть. Поэтому и готовить начну, когда уже там будет более-менее температура такая для купания, для парения, наверное, даже будет правильно сказать. А вообще, в целом, интересно, до скольки градусов получится сегодня нагреть то помещение. Сейчас там плюс 18, когда я затопил печку и вышел оттуда. Ну, я думаю, до 60 это точно получится догнать. Ну, а там посмотрим. Ну, я пока отдыхать, почитаю книжку. Уже, кстати, там осталось дочитать прям буквально чуть-чуть. И, может быть, покемарю с полчасика. Да. Нормально закимарил. Часочек поспал точно. Тепло, хорошо. У меня даже дверь немножко приоткрытая. Ну, сейчас свет включу. В бане, не знаю, наверное, дрова уже все там прогорели давно. Сейчас надо в первую очередь там проверить. А то я так в бане точно не искупаюсь. Не, что-то горит там еще. Труба, правда, не красная.
Я до этого распоганил прям печку хорошенько, там труба краснющая была. Сейчас дров закину. Ого! А тут тепло, не буду его выпускать пока. Так, что же это за суп грибной по-польски? Ну, начнем по порядку. Во-первых, у меня есть сушеные грибы польские. Дело в том, что у меня есть, ну, наверное, уже, можно сказать, практически друг. В Белоруссии живет он, в городе Брест. Владимир зовут его. Ну, тоже зритель и подписчик канала моего. Давно уже с ним общаемся. И вот он мне прислал вот эти польские грибы. Он там в лесу собирал, ну, потому что Брест на границе с Польшей находится. Ладно, это маленькое отступление. Так вот, сушеные грибы, вот эти он мне прислал, польские, да. И я хочу приготовить суп грибной. Для этого мне понадобится лук, картофель, зелень и, в принципе, все. Еще сливки. Опа, вот еще сливки забыл. В первую очередь сейчас нужно грибы замочить в кипяченой воде, в горячей, и дать им настояться там, ну, где-то с часочек, да, примерно. И уже потом буду готовить суп грибной. Сделаю обжарку из лука на сливках. Морковь я, правда, не взял. Ну, это будет своего рода эксперимент. Зато у меня есть кусочки сала. Может быть, я в этот грибной суп по-польски добавлю сало. И это добавит такую свою изюминку. Ну, прям нарежу кусочками. Ну, вообще, собственно, и нет, да. В суп грибное мясо же добавляют некоторые. Ну, а это будет сало. Сало я вообще люблю. Ну-ка, попробую гриб. Необычный. Сушененький. Ну, я таких не пробовал. У нас, в России, по крайней мере. Интересный вкус. Сало, особенно зимой, да и осенью тоже, заходит просто великолепно. И все это сейчас заливаю сливками. Вот такими для кофе я взял. Прям буквально 2 маленьких упаковочки по 10 грамм. Аромат, конечно, волшебный. Просто восхитительный. Источает эта сковорода с луком и салом. По-моему, прям вот туда нарезать картошки, и вообще никакой суп грибной не нужен. Еще и черного хлеба, чесночка, зелени. Красота.
И теперь можно резать грибы. Прям как получится, короче. Так и режем. Так, давайте посмотрим, что там с баней. Ну-ка. Опа. Ох, а здесь жарко. Тут прям рядом с трубой сидеть, поверьте мне, очень жарко. Труба. Камни. Камни, да, кипяток горячие. Совершенно точно они немножко дадут тепла, если плеснуть. Я не знаю, кто-нибудь из вас заметил или нет, обратили внимание. У меня насморк. Я стараюсь как бы в кадре не попадаться с насморком. Ну, льет просто как из ведра, ручьем течет. Причем это не из-за болезни, потому что я, когда болею, у меня всегда обычно горло болит. Насморк у меня настолько редкое явление, что ну, практически не бывает. Зато зимой особенность такая, шмыгаю постоянно тоже. Некоторые жаловались, помню, в комментариях, что хватит шмыгать, высморкайся. Ну, блин, я вот честно говорю, у меня зимой это моя проблема, это бич вообще. То есть я не могу с этим ничего поделать. Холодный воздух, и у меня начинается вот это вот шмыгание. И оно никак не убирается. Ну, только монтажом. И вот эти вот кадры приходится резать. Вот. По поводу сегодняшнего насморка. Это не от болезни. Я постоянно дверь открою, проветриваю. Здесь просто нечем дышать. Постоянно вот эти вот запахи. Как в прошлый раз я здесь накидал вот этот табак. В разные щели напихал, да, что там, деготь, еще что-то. С закрытыми дверями здесь, ну вот серьезно я говорю. То есть настолько удушливый вот этот воздух становится, что самому хоть беги отсюда. И, конечно же, на мышей это очень сильно подействовало, мышей вообще нет, то есть я вообще не слышу ни одного, ни единого шороха, просто, мне кажется, они с ума сошли от этих запахов, зловоний и убежали. Это, конечно, хорошо, но вот теперь вопрос с тем, что делать мне, гомо сапиенсу, да, то есть человеку разумному, что тут делать? Это ну, нереально находиться здесь. Наверное, все-таки с открытой дверью спать уже поздно. Лето все-таки закончилось. Вот, поэтому, наверное, я в баньке попарюсь, отогреюсь, чайку попью здесь и все-таки, скорее всего, пойду домой. Не буду рисковать своими легкими, своим носом, да, вот всем вот этим вот органами дыхания, бороться с этими запахами. Ну, под вечер уже сейчас вот меньше стало ощущаться это, уже не так глаза режет. То есть надо просто перед уходом, наверное, дверь на расхлебянку оставить, полностью ее открыть, отворенный. И даже, может быть, и окно в бане, в сауне тоже оставить открытым, вот эту вот верхнюю форточку, чтобы все эти зловония, реально зловония, выветривались. Вкуснятина-то какая? Сало, конечно, здесь придает особую пикантность вкусу. Сейчас картошку попробуем. Угу. Картошечка тоже готова. Великолепное блюдо. Многие зрители в комментариях пишут иногда, да, ну а что ты там типа ничего сегодня не ел, или там почему ты мясо не ешь? Да ем я мясо, я все ем. И сало, как вы видите, да.
Просто иногда, ну, на мой взгляд, в видеоряде, да, там красивый видеоряд делаешь, и мне кажется, иногда неуместно, ну, там, вот сегодня я ел, например, бич-пакет, да, вот этот суп быстроваримый. Просто заварил его, воды залил и шаурму еще съел. Ну, шаурму вы видели. Иногда, мне кажется, просто неуместно в таком красивом видеоряде использовать какие-то такие блюда, да. Если вы так хотите этого, ну, те комментаторы, кто пишет об этом, то, пожалуйста, я могу снимать вообще каждый прием пищи специально для вас. Если это так интересно. Но мне кажется, ну, наверное, все-таки это не так интересно. Некоторые вообще пишут, что зачем ты снимаешь готовку, ну, вот как сейчас суп грибной, да. Поэтому всем не угодишь, у всех вкусы разные. Я отталкиваюсь от того, что мне в первую очередь нравится и что я считаю нужным оставлять в своих видеороликах. Очень часто я, бывает, разговариваю там 10-15 минут с камерой, вот сижу, там что-то болтаю. А во время монтажа просто режу все. Ну, потому что мне кажется, что, ну, а зачем вам лишняя информация, да, то есть, ну, у меня вот душа там в этот момент была там нараспашку, к примеру, да, или наоборот, то есть я о чем-то там плохом говорил, неуместном, то есть, может быть, какая-то меня плохая мысль посетила. Я не идеален, на самом деле, то есть, многое делает монтаж. Те, кто со мной сходит в поход, поймут, что, ну, наверное, я не то, что там обычный человек, а может быть даже где-то и быдловатый бываю. Ну, а так, в рамках разумного, я стараюсь все-таки оставлять самое важное содержимое, самое красивое, самое лучшее. Ну, а смысл самое худшее это оставлять, правильно? Это же никому не интересно. Лепота. Врать не буду, всего лишь 60 градусов. Ну, на самом деле, конечно, немного. Хотя, знаете, с другой стороны, для сауны пойдет. Маловато, но пойдет. Мне сейчас самое главное, что погреть свои косточки, да попить чая. Уже потеть начало. Ну и пропотеться. Ой, как хорошо. На камне плесканул воды, и я скажу вам, немножко пошло. Не так, как хотелось бы, но нормально, все равно потею прям. Дело идет, дело движется. И какое-то подобие баньки прям. На улицу выбегать не буду, а то еще хуже простыну. Хочу просто прогреться. Ну и потом холодненькой водой просто полотенце немножко намочу, оботрусь и вытрусь уже насухо. Ну, чтобы весь пот вот этот убрать. Класс. Не, зимой вообще классно будет здесь. Пусть там 60 градусов, немного, но с веничком бы, эх, лепота. Ну, здесь 36. Ого, здесь 36. Представляете, смотрите. Вот так вот. Тут 36, а там 60. 61, 62, что-то плюс-минус вот такое вот. Ладно, чаепитие. Чаек с печенюшками. Это сейчас самое то, что нужно после такой баньки. Настроение даже прям поднялось. Ну что, решил я все-таки переночевать. Запахи, ну, немного чувствуется, но все равно я дверь приоткрыл так вот на 5 сантиметров, чтобы свежий воздух сюда поступал. По крайней мере, так в нос не бьет, как было до этого. Я так думаю, все-таки немного выветрился. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. На всякий случай сразу с вами попрощаюсь. Ставьте лайки, ставьте дизлайки под этим видео. Пишите обязательно комментарии насчет бани,
Да, ну и может быть вообще какие-то интересные идеи у вас в голову вам придут, посетят, обязательно напишите об этом комментарий. До скорой встречи. Пока-пока.